Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Напоминаю вам, что на канале уже очень много узорчиков, и чтобы вы не растерялись, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Сами плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, не один раз работали, много узорчиков есть, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, поэтому вяжите из любой пряжи, а я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми работаю я. Итак, сегодня, смотрите, ниточки называются Yarnart Super Perle. Идем дальше. Это у нас получается 100% акрил. В 100 граммах 400 метров и очень интересная скруточка. Идем дальше. Смотрим. Нам здесь советует производитель. Берите крючок номер 3. Так мы и делаем. Берем крючок номер 3. Я вязала данную пряжу этим крючком. Меня все устраивает. Вы точно так же изучаете свою пряжу. Точно так же читаете аннотацию, какую вам рекомендует производитель брать крючок. Подбирайте согласно своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу, например, 6 раппортов. Это получится 30 воздушных петелек. Вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. Так, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И это вам будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, и в этом узорчике я рекомендую сделать вспомогательный ряд. Пусть он будет состоять из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки по порядку провязываем точно такой же столбик с накидом. И вот так вот по порядку идем по всем петелькам нашей цепочки и провязываем столбики с накидом. Сами себя просто контролируйте. Количество столбиков у вас получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть у меня 30 петелек, значит получается 30 столбиков. Ничего сложного. Ну, вы в свою очередь контролируйте количество своих столбиков. Смотрите, первые 3 петельки, вот, которые мы набрали, да, это считается тоже за столбик с накидом, имитация столбика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно, да, до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики с накидом. Так, я провязала практически до конца. Последний столбик, видите, я, получается, провязала не до конца. Вот. У меня остались 2 петельки на крючке, и я могла бы провязать этим же цветом, да, и закончить ряд. Но я хочу присоединить сюда ниточку, и для тех, кто еще не умеет присоединять ниточку, показать, как это делается. Смотрите, 2 последние петельки последнего столбика, неважно какого, с одним, с двумя, с тремя накидами и так далее, провязываем новой ниточкой, и так мы вводим новый цвет вязания. Оп, видите? И получается, у нас ряд закончен темно синей ниточкой, но в процессе вязания уже появилась голубая. Далее по узорчику необходимо сделать 4 петельки подъема. Параллельно хочу показать, как можно спрятать кончик ниточки. То есть как бы один из вариантов. Смотрите, мы берем кончик перед рабочей ниточкой слева направо, видите, так вот, оп, и провязываем одну воздушную петельку. Раз. Теперь этот же кончик обратно ведем справа налево перед рабочей ниточкой. Провязали вторую воздушную петельку. Опять слева направо. Угу. Третья воздушная петелька. И у нас должно быть 4 воздушные петельки справа налево. И таким образом получается, пока мы делаем петельки подъема, мы прячем кончик ниточки. И теперь мы можем спокойно его отрезать. С ним уже ничего не случится. Отрезаете, у вас ниточка уже зафиксирована. Угу. Ну, как один из вариантов спрятать кончик ниточки. Идем дальше. Итак, 4 петельки подъема по узорчику сделали.
поворот. Теперь, смотрите, делаем 2 накида, пропускаем 2 столбика, раз, два, в третий столбик нырнули и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Ничего сложного. 2 накида, опять возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем точно такой же столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Итак, первый столбик сюда же, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И точно так же еще один столбик. Раз, два накида и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Ну, вот такой вот высокий получается веерочек. Угу. Далее опять делаем 2 накида. Раз, два. В столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем точно так же. 2 столбика с 2 накидами. Раз. Сюда же второй. Верхушку этого же столбика второй столбик с 2 накидами. Воздушная петелька раз, воздушная петелька 2, 2 накида и опять сюда же 2 столбика с 2 накидами. То есть ничего сложного. И у нас получается опять вот такой интересный веерочек, высокий, да, за счет того, что у нас столбики с 2 накидами. И точно так же опять 2 накида, пропускаете 4 столбика, раз, два, три, 4. И в пятый ныряете и провязываете точно такой же веерочек. И вот так вот шагаете до конца ряда. Понятно? Не сложно? Я думаю, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот провязали практически до конца. Вот такие вот у нас веерочки получаются. И заканчивается ряд у нас половинкой веерочка. То есть провязываем 2 столбика, да, в один столбик, далее 2 воздушные петельки. А теперь смотрите, как заканчиваем. 2 накида. И вот у нас 3 петельки подъема. Мы в третью петельку подъема аккуратненько ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. Далее смотрите. 4 воздушные петельки подъема этой же ниточкой. Раз, два, три, 4. Поворот. Здесь 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, 3. То есть в общей сложности вы набираете 7 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем опять 2 накида. Здесь будьте внимательны. Смотрите, как мы провязываем. Итак, вот мы берем, получается, наши 2 столбика от половинки веерочка. Вначале мы берем за первый столбик, за верхушечку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке, 2 накида. В следующий столбик по порядку за верхушку беремся и провязываем 2 петельки, стоп, держим опять на крючке, опять 2 накида. В следующий столбик по порядку шагаем, третий столбик, точно так же провязываем 2 петельки, стоп, 2 накида и последний четвертый столбик. Провязываем точно так же 2 петельки, стоп. И теперь у нас на крючке 5 петелек. Так, 4 от столбиков и 1, получается, 1 петелька, которая была на крючке. Все вместе провязали за один раз. Видите? То есть вот такая картина, такая вот лапка получается. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. 2 накида. То же самое проделаем с остальными 4 столбиками. Раз, два, три, 4. Поняли, да? Опять нырнули в первый столбик. Провязали столбик с 2 накидами, но не полностью. Стоп, держим на крючке. 2 накида, нырнули в следующий столбик по порядку. 2 петельки, стоп. 3 уже петельки на крючке. Дальше следующий столбик. Точно так же 2 петельки, стоп. И последний столбик. Точно так же 2 петельки, стоп. Теперь все 5 петелек провязали вместе и опять точно так же делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И точно так же переключаемся на следующие 4 столбика. По итогу получается вот такая картина. Не сложно? Я думаю, совсем не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится.
Так, смотрите, вот у нас начинает вырисовываться интересный такой зигзаг, да? Как мы заканчиваем ряд? Смотрите, у нас здесь получается всего лишь только 2 столбика, да? От предыдущего получается веерочка. Мы их точно так же провязываем не до конца. Так, у нас 3 петельки на крючке. И тут у нас были 4 петельки подъема. Точно так же берем 2 накида, делаем. И подключаемся к 4 петельке, присоединяемся, вытягиваем ниточку, провязываем точно так же 2 петельки и 2 петельки. И теперь мы все петельки, ну, в данном случае у нас получается 4, провязываем вместе. Угу. Все, на этом получается вот так вот наш ряд заканчивается. Далее я хочу переключиться на следующий цвет, на следующую ниточку. Мне кажется, для контраста это будет как раз интересно. Пусть будет белая. Итак, вначале я сделаю вот так вот петельку фиксации на беленькой ниточке, чтобы ниточка никуда не убежала. А теперь я, получается, вот эту беленькую петельку протяну через голубенькую и вот таким вот образом присоединюсь. Далее по узорчику 2 воздушные петельки. Раз, два. Поворот. Теперь смотрите. 2 накида делаем и опускаемся. Вот наша арочка большая из 4 воздушных петелек. Вот арочка маленькая из 2 воздушных петелек. Так вот мы опускаемся аж к этой арочке, к самой нижней. Вытягиваем, получается, ниточку и провязываем точно так же столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот такая картина. 2 накида, опять опускаемся в эту же арочку и опять провязываем столбик с 2 накидами. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять 2 накида и опять сюда же возвращаемся и опять провязываем столбик с 2 накидами. И у нас по итогу получается из беленьких ниточек, покажу сейчас, веерочек. Смотрите. Видите? Веерочек. И он получается точно такой же, как в самом первом ряду голубой. Идем дальше. 2 накида и сразу же переключаемся в следующую арочку. Большую пропускаем, опускаемся, получается, до нижней из 2, которая петель. И точно так же опять провязываем веерочек, состоящий из 2 столбиков с 2 накидами, 2 воздушных петелек и опять 2 столбика с 2 накидами. Понятно, да? То есть мы с вами провязываем самый первый ряд, но просто вот с таким небольшим изменением в виде того, что мы опускаемся на 2 ряда ниже. Вот такая картина по итогу получается. Угу. И вот так вот провязывайте, получается, до конца ряда. То есть в каждую арочку, да, на ряд ниже, вот за второй, получается, за вторую арочку цепляетесь и провязывайте до конца ряда вот такие же веерочки. Не сложно? Я думаю, не сложно. Вы справитесь. Давайте. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот такая у нас получается картина. Мы закончили ряд точно так же, как предыдущий голубой ряд, да. Мы, получается, сделали всего лишь только 2 столбика, видите, вот в нижнюю, получается, арочку, 2 воздушные петельки и присоединились, получается, к предыдущему ряду столбиком с 2 накидами. Далее по узорчику делаем опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. Вспоминаем, мы делали еще 3 воздушные петельки. Раз, два, 3 по узорчику. Итого 7 воздушных петелек. Теперь делаем 2 накида и шагаем по нашим столбикам. Раз, два, 3, 4. Помните, да? За первый столбик взялись, провязываем столбик с 2 накидами, но не полностью. Оп, держим на крючке. Второй столбик точно так же ныряем, провязываем по 2 петельки, держим на крючке. Третий столбик точно так же. Четвертый столбик точно так же. Теперь все наши 5 петелек провязываем вместе и опять шагаем, провязываем 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. 2 накида и переключаемся на следующие 4 столбика. Поняли, да? То есть мы провязываем точь-в-точь, как мы провязывали второй ряд нашей голубой ниточкой. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наш очередной зигзаг вырисовывается, да? И как мы заканчиваем? Точно так же, как в предыдущем ряду. Помните, да? Получается, у нас были 2 столбика с 2 накидами. И мы с вами заканчивали вот одним столбиком и провязывали все вместе. Вот, я провязала все вместе, а теперь я хочу переключиться опять
на ниточку. Пусть в моем случае это будет темно-синяя ниточка. Вы можете переключаться на любую, вы можете возвращаться ко второй ниточке, ну, на ваше усмотрение. Итак, точно так же для начала я зафиксирую петельку, так, переключаюсь, оп, все, я уже на синей ниточке. И точно так же провязываю 4 воздушные петельки, могу параллельно, получается, прятать ниточку, то есть на ваше усмотрение, могу по-другому ее спрятать потом по завершению вязания. Раз, два, видите, да, путаю, 3 и 4. Подтягиваем беленькую, все зафиксировали. Синенькую можем спокойно отрезать. Она у нас уже запутана и никуда не денется. Так. И продолжаем вязать темно-синей ниточкой, точно так же, как мы вязали самый первый ряд. Итак, поворот, 2 накида, опускаемся под вторую арочку и повторяем точно так же все наши ряды, которые мы провязывали именно начиная с веерочка из столбиков с 2 накидами. 2 воздушные петельки и опять сюда же ныряем и провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. То есть, если вы внимательно посмотрите, сам по себе узорчик представляет 2 ряда. В одном ряду мы делаем веерочки, так? Во втором ряду мы их собираем, получается, вместе провязываем веерочки, да, наши столбики. Опять делаем веерочки, в следующем ряду мы их собираем вот такую вот метелочку. И все. И тут самое главное, как бы просто поменять цвета, как вы захотите. Может быть одним цветом, может быть 2, 3, то есть на ваше усмотрение. Ничего сложного. Для тех, кто умеет разбираться, вязать по схемке, я сюда прикладываю схемку. Да? Вы посмотрите на нее, поймете, что, где, как, сами себя контролируйте. Новички, кто по схемкам не вязал, посмотрите обязательно. Мы с вами уже все провязали. Вы увидите, как отмечаются столбики с 2 накидами. Ну да, схемка мутноватая, но какая есть. Потому что многие просят схемки. Я говорю, что когда качество схемки хорошее, я ее выкладываю. Когда не очень, ну, что есть. Вот смотрите, что есть. Но, в принципе, я думаю, что все читабельно. Воздушные петельки видно, столбики с 2 накидами видно. Смотрите, сами себя контролируйте, вяжите. Давайте провяжем несколько рядочков, увеличим наш образец. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается интересная, необычная дырчатая красота в копилочку ваших узорчиков. Ну, согласитесь, да? Разными цветами данный узорчик смотрится по-другому. Хотя можно попробовать и одним цветом. Интересный такой будет палантинчик. Да, вот такие вот получаются объемные элементы, хотя ничего здесь рельефного нету, никаких шишечек, бубочек нету, просто вот так вот узорчик складывается и вот так вот получается. Как вам? Здорово? Вот такой интересный бубочный зигзаг назвала, да? Красота. В моем случае, смотрите, из ниточек моих вот так он тянется и вот так вот тянется. Закончить получается, видите, можно как. Получается, я там, где у меня были воздушные петельки, провязала точно такое же количество столбиков, сколько и воздушных петелек. Там, где наши столбики соединяются, в верхушку 1 столбик. Там, где 4 воздушные, так и 4 столбика. То есть все, ничего сложного вообще нет. Угу. Давайте замерим красоту. Пока будем замерять, думайте, куда можно применить данный образец узорчика. Маечки, топики, палантинчики, накидочки, смотря какая пряжа, да. Итак, я сегодня делала 30 воздушных петелек, ну, 16,5 сантиметров точно. Так, здесь у нас получается каждый цвет 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, последний 11 и первый наборный 12. Узорчик растет быстро, потому что столбики с 2 накидами. Смотрите, 14 сантиметров с хвостиком. Вот, по 2 столбика, по 2 накида, вернее, делайте в столбиках. И быстро свяжите то, что вы задумали. Возможно, это будет летняя юбочка, да, то есть один из комбинированных узорчиков. Возможно, это будет сумочка. Возможно, это у вас будет такой интересный ажурно-рельефный коврик из полиэфирного шнура. Полипропиленовые шнуры, посмотрите. А также, может быть, из остаточков ниточек различные чехольчики, накидочки и так далее, да. Но опять же, берем в расчет шарфики, снудики, почему бы и нет. Они могут быть у вас линии горизонтально, да, располагаться, могут у вас располагаться вертикально, а почему бы нет. Вот такой вот зажулькаете шарфик на шейку, и будет интересный декоративный элемент. Опять же, жилеточки, кофточки, кардиганчики переворачивайте наоборот. Может быть, у вас вот таким вот образом, почему бы нет, вы большие дизайнеры, большие молодцы.
Пробуйте, экспериментируйте, разная пряжа. Естественно, будет по-разному узорчик смотреться. Как вам? Понравилось сегодняшнее видео? Я надеюсь, что да. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Очень много зрителей смотрят канал, но не подписываются. Так что подписывайтесь, не забывайте. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите, смотрите удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.